Вячеслав был старшим ребенком в семье крайне консервативных взглядов. Его младшая сестра Света росла в атмосфере всеобщей любви, в то время как на него возлагалась большая ответственность. Мать неустанно твердила Славе, что он мужчина, что он должен быть главным в семье. А Светочка девочка, и ее задача хранить домашний очаг. Возможно, это было не такое уж и плохое воспитание, если бы мать двоих детей любила их одинаково, уделяла равное количество внимания, решала бы их проблемы. Но Тамара Семеновна любила только Свету. От Славы она буквально требовала скорее повзрослеть. Когда Вячеславу было 16 лет, умер глава семейства. И мать, недолго погоревав, возложила на парня все бразды правления. Вячеслав оказался настолько не готовым к взрослой самостоятельной жизни, что окончательно растерял оставшиеся после гнета матери крохи самоуважения и попал в то, что называется психологической зависимостью. Тамара Семеновна видела это и решила сына научить управлять семьей, тем самым окончательно уничтожив его веру в себя. Слава был практически не способен принимать решения, за него это обычно делала мама, он только соглашался. К счастью, во всем остальном он отлично справлялся, усердно работал, был приветлив в общении. Наверное, благодаря этому он и встретил свою девушку Иру. Ирина замечала, что Слава какой-то слабохарактерный, но она списывала это все на простую нерешительность. В конце концов, устроился же он как-то на весьма неплохую работу, справляется со своими обязанностями и так далее. Во всем остальном Слава был для Иры идеалом. Снова с Иришкой своей говорил. Спросила однажды вечером Тамара Семеновна, когда Слава вернулся в комнату, он не любил говорить по телефону при матери. Да, улыбнулся он. Она просто потрясающая. Ты не хочешь познакомиться с ней? Ну, сынок, попозже. Женщине вовсе не хотелось ни с кем знакомиться. Она всего лишь хотела, чтобы Вячеслав женился и завел детей, потому что так положено. А раз она так тебе нравится, то почему вы не поженитесь? Просто спросила она. Ну, Вячеслав отвел глаза. Ему не нравились подобные вопросы. Обычно на них отвечал неправильно, расстраивал маму. Даже не знаю. Наверное, рановато. Да ну какое рановато? Махнула рукой Тамара Семеновна. Тебе уже скоро 30 лет, Слав. Пора бы жениться и завести детей. Да, мам, ты, наверное, права, как обычно согласился Вячеслав. Даже не наверное, а точно. Улыбнулась женщина. Ты только скажи, ты ведь и правда любишь свою Иришку? Люблю, твердо ответил парень. Уж в этом он не сомневался. Ну и женись тогда, чего тянуть. Пожала плечами его мать. Хорошо, я поговорю с ней, улыбнулся Вячеслав. Ему и в голову не приходило, что это может быть каким-то неверным решением. Его ведь озвучила мама. Слава не задумался о том, что в своей семье ему придется научиться самостоятельно принимать решения, а не ждать совета от матери. У него была практически психологическая установка, что нужно жениться, поэтому он и начал выполнять ее. На следующий день Слава купил простенькое обручальное кольцо для своей возлюбленной и отправился к Ире. У них как раз было свидание. Девушка дожидалась своего молодого человека в парке. Ей хотелось нагулять аппетит перед рестораном. Когда Слава увидел ее, то невольно улыбнулся. Она была для него мечтой. «Привет!» – подошел он к Ире и нежно обнял девушку. Она улыбнулась и поцеловала Славу в щеку. «Привет! Ты сегодня что-то долго. Ох, прости, я ходил за покупками. И что же купил?» Парень взглянул в глаза Иры. Момент был вполне подходящий. «Это», – ответил он и достал из кармана коробочку с колечком. «Раз уж ты спросила, то и я теперь спрошу. Ты станешь моей женой?» «О боже!» – девушка порывисто вздохнула от удивления вперемешку с волнением. «Да, Слава, конечно!» – рассмеялась она. Пара быстро подала заявление в ЗАГС, свадьбу предложили сыграть практически сразу, что не могло не порадовать. Влюбленные хотели быстрее обрести новый статус – супруги. Тамара Семеновна радовалась за сына и решила все-таки познакомиться с будущей невесткой.
Женщина пригласила жениха с невестой в ресторан. Последние с радостью приняли приглашение, ведь Ире тоже было интересно, в какую семью она решила войти. Девушка не особо волновалась из-за предстоящей встречи. Она была уверена в себе и никогда не испытывала проблем с общением. А вот Слава заметно нервничал. Он знал, что в их семье его авторитет и рядом не стоит с авторитетом матери, поэтому просто боялся идти знакомить свою невесту с мамой. Но также он никак не мог показать влюбленной и счастливой Ирине свою слабость. В конце концов парень решил, что раз Ира спокойна, то и ему переживать не следует. Само знакомство прошло несколько иначе, чем представляла Ира. Отношения между женщинами не задались с самого начала, потому что Ирина неважно себя чувствовала в этот день и немного опоздала. Тамаре Семеновне это очень не понравилось. Все время до прибытия невесты она критиковала выбор сына, а Света только подливала масло в огонь. Славе оставалось только молчать и надеяться, что его возлюбленная скоро появится. Ирина зашла в ресторан и сразу направилась к столику. В руках она держала подарочный пакет. Тамара Семеновна оценивающе присматривалась к девушке и понимала, что не нравится ей выбор сына. На взгляд будущей свекрови невеста была слишком наглой и самоуверенной. «Здравствуйте, Тамара Семеновна», – улыбнулась Ирина. Она тоже с первого взгляда поняла, что свекровью женщина будет не самой лучшей. «Извиняюсь за опоздание, голова очень болела, пришлось задержаться дома». «Интересно, конечно, чем ты таким лечишься, что дома пришлось оставаться», — хмыкнула Тамара Семеновна. «Но это не важно. Надеюсь, тебе лучше?» «О да», — с сомнением произнесла Ирина. Она не привыкла, что к ней сразу же обращаются на «ты». «Я принесла вам небольшие подарки в честь нашего знакомства». Ирина передала яркие пакетики. Тамара Семеновна обнаружила в своем набор скляночек для кухни, а Света, сестра Славы, нашла у себя помаду и палетку с тенями для глаз. «О, какой ужасный цвет!» – буркнула себе под нос Светлана, не слишком переживая, что гул в ресторане был не таким уж сильным, чтобы ее не расслышали. «Спасибо, Ира». «Да, спасибо большое», – слегка с иронией подакнула Тамара Семеновна и отставила пакет куда-то под ноги. «Ну, Ирочка, расскажи нам, чем ты занимаешься, где работаешь, как живешь вообще?» «Я медсестра в онкологическом центре», — ответила Ира. Только Слава догадался предложить ей присесть. Мужчина встал, отодвинул стул и молча улыбнулся своей возлюбленной. Ирина тоже приподняла уголки губ в ответ. «Медсестра?» — слегка разочарованно спросила Тамара Семеновна. «Тебе не тяжело там работать?» «Ну, всякое бывает», — призналась девушка. «А почему врачом не захотела стать?» — допытывалась будущая свекровь. Иру уже начинал сильно раздражать этот диалог. Хотелось просто выпить вина за знакомство и отправиться домой. Не захотела просто. Решила, что мне ближе сестринская практика. «Ну да, все-таки врачом должен быть мужчина», — кивнула Тамара Семеновна. Ира беспомощно взглянула на Вячеслава, но тот старательно делал вид, что все нормально. Либо действительно считал, что все нормально. Дальше диалог клеился все хуже и хуже. Ира понимала, что у них с Тамарой Семеновной абсолютно разный взгляд на мир и на место в нем. Девушка решила, что не стоит портить отношения с будущей свекровью, поэтому иногда соглашалась, иногда уходила от ответа. В конце концов, девушка была так вымотана морально, что просто извинилась, сказала, что у нее снова разболелась голова. И под предлогом того, что надо прилечь, отправилась домой. За спиной она услышала реплику Тамары Семеновны для Светы. «Какая-то она больная», – презрительно сказала женщина. Ирина вышла на улицу и стала дожидаться такси. У нее руки тряслись, и бешено колотилось сердце. Как она надеялась, что это была последняя встреча с этой женщиной хотя бы за лет 5. Через несколько секунд следом вышел Вячеслав. «Извини, моя мама, она немного консервативна в своих взглядах. И ей трудно понять современный мир», – виновато произнес он. «Да дело даже не в ней», – выдохнула Ирина. «Ты почему все время молчал? Хоть бы что-нибудь сказал, ты ведь раньше во многих вещах со мной соглашался».
Да-да, просто я послушал обе стороны и подумал, что, наверное, мама все-таки оказалась права, пожал плечами Вячеслав. Ирина удивленно приподняла брови, но продолжить диалог ей помешала подъехавшая машина. «Ладно, давай увидимся на следующих выходных», – предложила Ирина. «У меня будет довольно плотный график». «Хорошо. До встречи», – он поцеловал Иру на прощание, а девушка в полной растерянности села в такси. Она не понимала, что сегодня произошло со Славой. Всегда такой общительный, жизнерадостный, а в ресторане он сидел совсем как каменное изваяние. Девушка понимала, что по сути прошла допрос, устроенный Тамарой Семеновной. При воспоминании об этой женщине Ира невольно поморщилась. Неприятная особа, да и Света не лучше. Хорошо, что не за них она выходит замуж. Но все равно после такого истощения ей хотелось побыть одной и набраться душевных сил. Зато ей стало понятно, почему Вячеслав такой нерешительный. Его же Тамара Семеновна буквально расплющила своей властностью. Ему давно пора было съехать от матери. Очень славно, что Ирина жила в отдельной квартире, которая перешла ей по наследству. Там они со Славой смогут укрыться от Тамары Семеновны. Своего решения выходить замуж, разумеется, Ира менять не собиралась. Подумаешь, отношения со свекровью не сложились. Половина браков такая. Немного отдохнув от мировоззрения Тамары Семеновны, Ирина вновь крепко уверилась в том, что Вячеслав – тот человек, который ей нужен. До свадьбы они больше с будущей свекровью не виделись, чему обе женщины были рады. На самой свадьбе Ирина и Тамара Семеновна практически не общались, свекровь даже не стала поздравлять невесту, объясняя это правилами хорошего тона, не принято с браком поздравлять невесту. Ира о таком обычае не слышала, но предпочла не портить себе праздник. В подарок от обеих родственниц супруги получили суммарно 5000 рублей, но расстраиваться не стали. Главное, что их мечта осуществилась, они поженились. После свадебного путешествия начались обычные будни. Ира настояла на том, что жить они будут пока в ее квартире. Со временем, конечно, они купят новую. Вячеславу было не слишком комфортно от такого решения. От мамы переехал к жене, все, своего жилья нет. Мужчина принялся работать еще усерднее. Вскоре он получил повышение. Это была отличная новость. Зарплата выросла почти в 2 раза. Через полгода работы на этой должности Вячеслав оформил ипотеку, и они с Ирой переехали жить в новостройку, квартира им досталась от застройщика. А квартиру Иры решили сдавать, чтобы выплачивать кредит. Это опять же была идея Ирины. Вячеслав старался как можно меньше решений принимать по поводу жилья. Это слегка беспокоило девушку, но в конце концов она и сама неплохо справлялась. Главное, что Слава любил ее. Буквально на следующий месяц, когда пара закончила делать простенький ремонт в своей новой квартире, Тамара Семеновна вновь решила пригласить супругов в гости. На этот раз у нее был день рождения. Помня о не самом приятном знакомстве, Ирина не слишком хотела идти, но раз позвали, то надо. «Что дарить будем?» – спросила Ира, безразлично просматривая свои наряды. «Да я не знаю даже», – пожал плечами Вячеслав. «Ну как это?» – удивилась девушка. «Вы же вместе столько прожили. Что она любит?» «Кофе очень любит». «Так давай и подарим кофемашину», – предложила Ирина. «Да у нее вроде есть», – нахмурился Вячеслав, припоминая, что за диковинный аппарат стоял на кухне. «У нее не кофемашина, а кофеварка», – улыбнулась девушка. «Это же совсем не то». «Правда?» «Правда», – мужчина буквально на глазах расцвел. «Тогда это прекрасная идея», – обрадовался он. «Ты такая умница». Супруги отправились в магазин электроники и выбрали далеко не самую дешевую кофемашину. Ирина решила угодить свекрови с подарком, поэтому выбрала самый современный аппарат проверенной фирмы. Девушке самой очень понравился подарок, а это верный признак того, что и свекрови он придется по вкусу. В назначенное время супруги явились к ресторану, где намечалось торжество. Гости свекрови уже были на месте. Ирину порадовало, что хотя бы в этот раз она не опоздала, а это значит, что свекрови не будет в чем ее упрекнуть.
Когда появилась виновница торжества, все наперебой кинулись поздравлять именинницу. Вячеслав и Ирина подождали, пока пройдет основная масса гостей, а заодно с любопытством рассматривали подарки. По мнению Ирины, никто не подарил ничего лучше их кофемашины. Настал черед сына с женой презентовать свой дар, и Вячеслав не без гордости отметил, что подарок придумала Ирина. Взгляд Тамары Семеновны слегка потускнел, и Слава поспешил показать аппарат. Свекровь улыбнулась, сухо поблагодарила и попросила приступить к торжеству. Ирину такая реакция на их подарок очень расстроила и разозлила. «Господи, да вам хоть что-нибудь понравится, что я делаю?» В отчаянии спросила она. «Милая, мне очень понравилась кофеварка, но у меня уже есть дома такая», ответила Тамара Семеновна. «Да нет же, это не кофеварка, это кофемашина. Она вам сварит такой кофе, какой захотите. Тут целых 16 программ», попыталась оправдать свой подарок Ирина. «Ну и зачем мне это?» Иронично спросила свекровь. «Я люблю простой черный кофе, который варит моя кофеварка». Ирина не стала ничего отвечать. Она просто молча отошла в сторону. И ей очень хотелось уйти, возможно, даже поплакать. Она очень старалась для свекрови, потратила последние деньги из семейного бюджета на этот подарок. Они ведь со Славой только что закончили ремонт в квартире, средств и так было немного. А теперь еще и эта ненужная кофемашина почти за 40 тысяч пришлась не по нраву. На самом деле не по нраву Тамаре Семеновне была не кофемашина, а сама Ира. И девушка это прекрасно понимала. «Вот. Все в порядке». Подошел к жене Слава. «Нет, не в порядке», честно ответила Ира. «Твоя мама снова облила меня помоями. А ты снова просто промолчал». «Ир, ну я же тебе говорил, что у мамы дома есть кофеварка. Она просто такой человек, которому сложно приспособиться к новшествам. Вот постоит у нее эта кофемашина пару месяцев, и она от нее отходить не будет», попытался утешить возлюбленную Вячеслав. «Ох, Слава», вздохнула Ирина. Ее муж снова ничего не понял. Несмотря на обиду, жизнь продолжалась. И через пару месяцев Ира поняла, что беременна. Радости ее не было предела. Она надеялась, что с появлением внуков Тамара Семеновна перестанет так цепляться к ней. Да и сама Ира уже давно хотела ребенка. Беременность прошла хорошо, роды были спокойные, на свет появился Андрей, совершенно здоровый и на редкость спокойный ребенок. Вся семья была счастлива, даже свекровь принесла гостинцы и призналась, что на дне рождения просто не поняла, что за машину ей подарили. Ира буквально на 7-м небе от счастья решила, что теперь наконец-то с распрями будет покончено. Казалось, все так и стало. Со свекровью она общались редко, но без конфликтов. Правда, и Тамара Семеновна не спешила предлагать помощь с внуком, но Ирина сама прекрасно справлялась. Когда Андрею исполнился год, супруги получили приглашение на юбилей сестры Вячеслава. Свете исполнялось 30 лет. Ирина в ужасе вспоминала день рождения свекрови, а вдруг у Светланы будет еще хуже? Девушка всеми силами пыталась отказаться от посещения мероприятия, но Вячеслав уговорил супругу. Даже няню нашел на вечер. Делать было нечего, и Ира начала собираться на праздник. «Дарить лично я ничего не буду», – сразу же сказала Ира. «Давай просто подарим деньги. У нас и так бюджет заметно урезался. Я в декрете, ребенку нужно много вещей. Надеюсь, твоя сестра поймет». «Да, я тоже думал об этом», – сказал Вячеслав. «Тем более о вкусах сестры я совсем ничего не знаю». «Понятно», – задумчиво хмыкнула Ирина. «Интересно, Слава хоть вообще о чем-то в своей семье знал?» В последнее время характер супруга весьма раздражал Ирину, но она списывала это на усталость от занятий с ребенком. «Вот еще немного подождать, и все встанет на свои места», – уговаривала себя Ира. «Милая, у нас не будет лишних 30, – произнес Вячеслав. «Ну, подарим сколько будет», – пожала плечами Ира. Если вспомнить, то им вообще ничего не дарили. Кроме букета цветов и охапки леденцов с несколькими игрушками на день рождения Андрея. 15 будет, посчитал Слава. Отлично. Клади в конверт и поехали. Супруги приехали в тот же самый ресторан, где праздновала свой день рождения свекровь.
От вызванных ассоциаций у Иры по коже прошел мороз. Она тяжело вздохнула и направилась к двери. Вячеслав положил конверт с деньгами в общую кучку подарков, а сам сел рядом с женой. Ирина не собиралась поздравлять Свету, пусть этим занимается Слава, она уже пробовала подружиться с этими женщинами. Гости произносили тосты, поднимали бокалы, поздравляли именинницу. Ирина на автомате делала то же самое, кроме сольного выступления. Тут были самые близкие друзья Светланы и Тамары Семеновны, а также все многочисленные родственники. Ирина практически не слушала разговоры, поэтому была очень удивлена, когда обнаружила своего мужа за обсуждением их собственности с Тамарой Семеновной. «А вы и в комнате сделали полы с подогревом?» — с улыбкой спрашивала Тамара Семеновна. «Нет, в комнате у нас простой ковролин. Подогрев в ванной и на балконе», — ответил Слава. «А балкон там утепленный?» — вмешалась Светлана. «Да, конечно. Здорово». Улыбка растянулась по всему лицу Светы. Ирине это как-то не понравилось. Не могли родственники ее мужа так радоваться из-за ремонта в квартире. И она решила подключиться к диалогу. «А еще у нас стеклопакеты», — сказала она. «А что?» «Да ничего, просто обсуждаем», — ответила Светлана, а Тамара Семеновна недовольно посмотрела на невестку. «Дорогая, тебя разве звали в наш диалог?» Грубо поинтересовалась свекровь. «Нет, но вы же обсуждаете нашу квартиру», — подчеркнула Ирина. «Вот я и решила напомнить то, что Слава мог забыть. Да и вообще, если вам так интересен ремонт, то могли бы зайти в гости, с Андреем бы встретились». «Нет, спасибо, мне хватает и фотографий Андрюши», — отрезала Светлана. «Как-то не очень люблю детей, извини уж». «Да ничего», — вызывающе ответила Ирина. «Вдруг он тебя тоже не полюбит?» «Девочки, не ссорьтесь», — примирительно сказала Тамара Семеновна. «Светочка, ты бы, кстати, все же сходила, посмотрела квартирку». «А зачем? Может, я фотографии покажу?» Нервы Ирины были на пределе. Она совсем не хотела впускать родственников Славы в свой дом, подпускать к своему сыну, особенно после такого отношения и таких слов. «Ирочка, а может, ты прогуляешься?» — нагло заметила свекровь. «А то ты какая-то возбужденная. Просто мне не слишком приятно, что вы втроем обсуждаете наш со Славой дом», — честно призналась Ирина. «Ах, так ты пока еще не в курсе?» — слащаво спросила Тамара Семеновна. «Не в курсе чего?» — напряглась Ирина. «Слава решил подарить эту квартиру Свете на день рождения», — с улыбкой ответила свекровь. «Это шутка». Ирина не могла поверить в услышанное. «У вас ведь вторая квартира, а Светочке не помешало бы свое жилье. Она ведь до сих пор живет со мной, замуж вот не вышла. Да и как выйти замуж, если мужчину даже привезти некуда и приданного-то нет», — сказала Тамара Семеновна. «И что? Ей приданное я должна давать?» Возмущению Ирины не было предела. Она злобно смотрела на Вячеслава, требуя высказаться, но тот, как обычно, в присутствии матери словно в истукана превратился. «Ирочка, послушай», — свекровь говорила так, словно сообщает истину в последней инстанции. «Так решил Слава. Ты еще не доросла принимать решения об имуществе». «Это я не доросла?» — воскликнула Ирина. «Тамара Семеновна, если это шутка такая, то пора ее прекратить». Ирине было жалко смотреть на Славу. Он весь съежился и наверняка молился, чтобы это все скорее прекратилось. «Вот!» – торжествующе воскликнула свекровь. Мужчина сказал свое слово. «А теперь мое слово слушай», терпению Иры пришел конец. «Я подаю на развод с разделом имущества. А дальше ты поступай, как знаешь, Слав. Всем хорошего праздника». Ирина ушла, не слушая никаких реплик в свой адрес. Наконец-то она решилась. Девушка осознала, что ей не нужен человек, который во всем идет на поводу у матери. Да, мама – это святое, она родила и воспитала, но требовать в подарок квартиру, за которую еще ипотека не выплачена даже, у собственного сына для своей дочери – это слишком. И ведь Вячеслав не против, он просто не может и слова против сказать. Ира разочаровалась в собственном муже. Когда Вячеслав вернулся домой,
Ира заканчивала разговор с квартиросъемщиком. Она предупредила, что обстоятельства поменялись, и квартира со следующего месяца сдаваться не будет. Договор они перезаключали ежемесячно, так что никаких нарушений не было. «Ир, что ты делаешь?» – спросил Слава. «А ты как думаешь?» «Выселяю своего квартиранта», – ответила Ирина. «Ир, ну ты что? Понимаешь, Света до сих пор замуж не вышла. Она и работает-то от раза к разу. Ну не накопить ей на квартиру, ей даже ипотеку не дадут. Что же ей до конца жизни с мамой жить? Неужели ты не можешь войти в ее положение?» – залепетал Вячеслав. Ирину раздражало каждое слово. «Мы купим новую квартиру, еще лучше этой. И просторнее. И можно будет завести второго ребенка». «Слава, прекрати», – устало прервала его Ирина. «Ты и сам еще ребенок, какие тебе дети? Ты ведь настолько зависим от своей матери, что делаешь абсолютно все, что она скажет. Она потребовала квартиру для твоей сестры, и ты тут же предложил нашу. Спасибо хоть, что не мою собственную». Девушка взглянула на мужа. Он стыдливо смотрел в угол. Глаза Ирины расширились от удивления. «Ты что, предлагал ей мою квартиру? Я подумал, что уж лучше мы будем жить в новой, а ей поможем старой». «Слава! Господи, все, хватит с меня!» – решительно заявила Ирина. «Если до этой фразы ты еще мог переубедить меня, маловероятно, конечно, но все же, то после того, как ты предложил своей сестре мою квартиру, я точно подаю на развод». «Ир, а как же Андрей? Нельзя мальчику расти без отца!» – в отчаянии воскликнул Вячеслав. «И с отцом тряпкой тоже нельзя», – злобно выдала Ирина. Она тут же пожалела о своих словах, но с другой стороны со Славой по-другому было никак. «Извини, Слав, просто мы друг к другу не подходим. Ты был прекрасным и заботливым мужем. Конечно, до того момента, как решил оставить жену с ребенком на улице ради своей сестры. Этого я простить не могу. Но мы бы не остались на улице. У нас ведь есть вторая квартира». «Вторая квартира есть у меня, Слав», – отрезала Ирина. «У тебя есть половина этой по закону и доля в маминой. Распоряжайся этим как хочешь. Мы с Андреем переезжаем со следующего месяца, больше мне нечего тебе сказать». Как Вячеслав не пытался вернуть расположение своей жены, ничего не вышло. Ирина была слишком шокирована ситуацией с квартирой с Светой, чтобы снова доверять Славе. Она развелась с ним, разрешила видеться с ребенком, но сама никаких отношений поддерживать больше с его семьей не хотела.